И с вот этой точки начнется сегодняшнее наше путешествие по Швейцарии. Я вам расскажу про это место и поделюсь с вами. Больше вы узнаете, о чем сегодня пойдет речь. Но прежде давайте посмотрите на кадры локации, чтобы понимать, куда мы отправимся. Ну как вам? Я сегодня приехал в кантон Юра, или здесь по-английски Джура он называется. Это кантон, который практически граничит с Францией. И сегодня мы здесь смотрим школу, мы смотрим школу Сент-Чарльз. Мы познакомимся с русской девочкой, которая здесь учится. Она нам покажет, как она живет, она нам расскажет немножко про свою жизнь здесь, в Швейцарии. Также мне покажут город, немножко расскажут про него. Вот представьте себе, у нас деревню или городок с населением в 10 тысяч человек. Представили? А теперь представьте, чтобы в этом городке находился салон автомобиля Lamborghini. Я себе такое не могу представить. А вот здесь находится салон Lamborghini. Следующий момент – это то, что здесь находится ледовая арена. И здесь тренируется профессиональная хоккейная команда, которая участвует в швейцарской лиге. Морел меня привез на хоккейную арену. На самом деле их здесь две. Один каток, и только что я заходил, там свет выключен, там второй. И, значит, здесь, видите, здесь еще кафе, бар внутри. Современное, на самом деле, классное здание. Школа Сент-Чарльз была основана 6 мая 1897 года Эрнестом Декуром как школа-интернат, оказывающая академическую помощь молодым людям района Юра в Швейцарии. 1 июля 1901 года школа перебралась на свое нынешнее место на берегу реки Алейн. Когда в школе стали учиться также начальные и средние классы, старые помещения местного солехранилища были преобразованы в классные комнаты, учебные кабинеты, библиотеки, общежития, трапезные и часовню. К 1930 году здесь насчитывалось уже 120 учеников. На сегодняшний день в школе обучается около 250 студентов из разных стран. Само же постоянное проживание на пансионе и наличие библиотек и различных кабинетов способствует серьезной и постоянной работе. 125 лет истории существования Сент-Чарльз превратило его в уважаемое учебное заведение не только внутри кантона, но и далеко за пределами страны. В школе действует философия, где ученик всегда ставится на первое место, а преподаватели являются его проводниками в будущее. Швейцария делится. Здесь есть французская часть, здесь есть немецкая часть, здесь есть итальянская часть. Так вот, мы находимся во французской части, здесь в 30 минутах отсюда находится Франция, и Морелло каждый день из Франции приезжает сюда. Он говорит, на машине, и у него занимает это чуть больше 30 минут. Забавно, да, когда вы каждый день на работу ездите из одной страны в другую страну. И это, кстати, говорит о преимуществе школы. То есть все дети, которые учатся здесь, они учатся на английском языке, но они обязательно учат и второй язык. И когда вы заканчиваете школу или отучитесь здесь 1 или 2 года, вы обязательно будете говорить на нескольких языках. В общем, у нас девчачий бординг, он немного больше, потому что он на 2 этажах. Здесь первая территория, в которой живут в районе 5 девочек. До этого я жила с девочкой, она выпускница, и она сдала экзамены в начале мая, и она уже уехала домой обратно, поэтому сейчас я одна в комнате. Это основной бординг, он открывается ключом, который
Он начинает работать с 7 утра, в 7:50 он перестает работать до 10 часов. То есть после 10 ты не можешь открыть ключ, только хаус-паренты, потому что у нас самое позднее время, когда можно заходить, это 10, но для всех это по-разному. После школы, в принципе, всем можно выходить, как только уроки закончатся. Ты должен пойти в бординг-офис, где находятся все наши house parents, и там есть книжка записная, в которой ты пишешь свое имя, куда ты идешь, и время, когда ты вышел. И когда ты возвращаешься, ты пишешь время, в которое ты возвращаешься, и все. То есть записная книжка, чтобы отслеживать, что и как. То есть так, в принципе, везде всегда отпускают, и максимальное время, когда нужно вернуться. Если ты уходишь перед ужином, то до ужина, если после, то в районе 9 часов нужно быть. Вообще в нашей школе здесь есть швейцарская программа и IB, я на IB, и IB полностью на английском языке. Но есть дети, которые тоже живут в бординге, потому что большинство детей в бординге, они на IB-программе. Но есть также на швейцарской программе, допустим, девочка, которая живет в этой комнате, ее зовут Виктория, она на швейцарской программе, но говорит она тоже по-английски. Тут очень много детей, они говорят на многих языках, на самом деле, это очень прикольно. И в швейцарской программе обучение на французском. Французский, и также есть выбор. Французский обязателен, потому что это французский кантон. Вот, его здесь учить обязательно в школе, и также можно выбрать из 2 языков, либо немецкий, либо испанский. Я выбрала испанский. У каждой комнаты имена и номер комнаты. Это тумбочки, в которых находится обувь. Это туалеты. Всего у нас здесь на этаже 3 туалета. Тут просто комната как бы с туалетом. Все, что нужно. Вот, и... Туалет — это все, что нужно. Да. И душевая. И у нас есть, получается, 2 душа таких. Тут комната для чемоданов. Много, на самом деле, помещений с чемоданами просто. То есть, когда ты приезжаешь, сгружаешь вещи, тут очень много сумок, чемоданов всех. Эта комната конкретно, она вообще рассчитана на одного человека. То есть, тут есть кровать. В каждой комнате есть раковина с тумбочкой под ней, зеркало маленькое. Этот шкафчик, он есть абсолютно в каждой комнате, он везде одинаковый, его не сдвинешь. Все остальное, кроме этого шкафа и раковины, в комнате двигается. Стол, стул, если нужны еще какие-то шкафчики, если не хватает, можно попросить, их могут принести дополнительно. В принципе, если относительно каких-то таких занятий, как спорт, баскетбол или там рисование, допустим, у нас очень классно, мне очень нравится комната для рисования, арт-рум, в которой там есть все, там есть ткани, краски, самые разные, она очень большая. Туда можно ходить спокойно, то есть после школы вечером ты можешь просто попросить хаус-парентов, чтобы они открыли, потому что у них ключи есть, которые открывают все двери. Какие-то занятия, они бесплатные, какие-то они за дополнительную плату, и, допустим, такие как катание на лошади, теннис, еще там что-то, я не помню, может быть, футбол и хоккей, много разных. Они, возможно, за дополнительную плату, но тебя везде возят. Находится школа на северо-западе страны, в кантоне Юра, самом молодом швейцарском кантоне. В Юре 3 округа – Делемон, Франш-Монталь и Парантрюи, где и расположено учебное заведение. Парантрюи – своя особая атмосфера. Находится он на границе с Францией и является франкоговорящим. В 1988 году Парантрюи даже был удостоен премии Вакера за развитие и сохранение своего культурного наследия. Здесь есть немало достопримечательностей, которые студенты школы могут посетить. Но самое известное – местный замок. Замок Парантрюи. Строился он более 3 веков, и все это время постоянно оставался важным сооружением в истории. Древнейшая часть замка – башня Рефу, она же убежище и хранилище. Построена была в 13 веке. Весь Парантрюи можно назвать уникальным гостеприимным местом, где студенты могут развиваться, живя совместно в приятной и безопасной обстановке. И вот эта вот штука, здесь у нас все расписания, допустим, тут расписание еды, которое у нас будет, можно на сайте посмотреть, расписание наперед, которое будет на неделю. Здесь правила. Вот это, как я говорила, это список, тут то есть абсолютно все дети, которые в бординге находятся, и их день для постирки вещей. И здесь, допустим, вот тут у нас расписание на июнь, что у нас будет. Июнь самый классный месяц, потому что, допустим, с 16 по 19 мы поедем в Париж, во Францию. Это
бординг-офис, в котором наши house parents находятся. Если нужно что-то, все в этом духе, все всегда идут сюда. В принципе, мне кажется, очевидно, тут стол для бильярда, просто диван, телевизор. У нас еще есть много игр настольных, но они находятся в комнате, которая наверху. Также футбол, как это называется, настольный футбол, наверное, пианино. Много всяких вещей. В этом шкафу тоже там всякие игры настольные, много вещей. Тут в большинстве, эта комната, она просто открыта во время школьного времени, и сюда все ходят. Допустим, я хожу в активизм-клаб, в котором мы просто делаем какие-то постеры, еще что-то. Вот, допустим, у нас сейчас идет акция, мы раскладываем коробки, в которые можно там складывать принадлежности для личной гигиены, которые мы потом отправим в организацию, которая помогает людям бездомным. Здесь бассейн есть прямо на территории школы, и особенность этого бассейна я никогда не встречал такое. Здесь пол, он может менять свою высоту. То есть, если дети из младших классов плавают, то пол поднимается. Если дети из старших классов, кто хорошо плавает, то пол опускается. Это был один из первых бассейнов с изменяемым полом во всей Швейцарии. Скалолазание и хайкинг считаются одним из самых популярных видов спорта в Швейцарии. И здесь в школе, прямо в спортзале, есть, пожалуйста, у вас стена для скалолазания. Какие еще виды спорта здесь популярны? Понятно, что баскетбол, футбол. И, кстати, по баскетболу школа стала первой здесь в регионе. Здесь есть хоккей, здесь есть гольф, здесь есть теннис. Ну и, в принципе, здесь есть все основные виды спорта, которыми дети могут заниматься в школах. Еще одна уникальная черта школы, то что у нее есть свой кинотеатр, и здесь можно как смотреть фильмы, также и поднимается экран, и вы можете делать здесь постановки, спектакли, какие-то, я не знаю, драматические кружки устраивать здесь. В общем, все, что связано с кино и театром. The building here is older than the school. It was the place where the lord of the area had the salt. And people had to come here to buy the salt. It was a tax. I took the management here of the school, and we could change several things, develop it, become a bilingual school, French and English, opening a bilingual Swiss Matura, and then the IB programs, renovating the classrooms, the science labs, building a cinema, a theater here in our school. We have very bright students taking the sciences in higher level, which is, the teachers do love that because they can do a lot of things with the students. And then we are 2.5 hours away from Paris. So that's amazing for our students to be able to travel there. Paris, we have Strasbourg, we have Basel, we have Zurich, Bern, the Swiss capital. But you know, we are at the center. Это конкретно крыло, посвященное бордингу. Вот это часть девочек, где девочки живут. Вот эти окна – это бординг мальчиков. В том направлении у нас идет станция с поездом. Идти до нее буквально минуты 3. Там также около станции там есть магазины, которые работают практически всегда, которые на заправке, магазин на заправке и конкретно на станции. Если идти в этом направлении, там большие магазины, можно вот как раз-таки сказать центр города. И там находятся большие продуктовые магазины, один большой продуктовый магазин, и напротив него сразу же, так скажем, центр, в котором есть, в принципе, одежда, там есть спортзал, тоже несколько продуктовых магазинов, то есть, в принципе, все, что нужно. Мы ездили в Цюрих, мне очень понравилось в Цюрихе, в Женеве, на выставке, у нас там квесты, то есть скачивали приложения, там проходили квесты, то есть ты ходишь по городу и выполняешь какие-то задания, связанные с историей. Это, на самом деле, очень интересно, очень весело. Но мы ходим, понятное дело, на каток. Мы занимались керлингом, нас учили, как работает керлинг, тоже на
Там, получается, и также можно зимой, получается, на неделю бордеры ездили в Цермат на 5 дней кататься на лыжах. На неделю зимой, в феврале мы ездили, было очень-очень круто. И если хочешь выучить французский, ты общаешься с детьми на французском, ну, помогают как бы тебе в чем-то, вопросы, если какие-то есть. Также, потому что мы ездим на выходных постоянно куда-то, и все это организовано как бы бордингом, и то есть тебе не нужно маяться, париться, что-то придумывать. Очень много, конечно, преимуществ, находясь здесь.